Здравствуйте, всем привет. И вы, наверное, сейчас подумаете, что он здесь сейчас делает. Это железнодорожный вокзал города Борисов, Беларусь, где я живу. Рассказываю. Пару дней назад приходит мне смс-ка. Так-то, Андрей, хочу у вас потренироваться. Я говорю, никаких проблем, приезжайте. И он мне говорит, приезжаю 12 числа в 3 часа ночи, поезд Караганда-Барановичи, встречайте меня. Я глубоко из России. И вот сейчас думаю, правда это или нет, но я как ответственный тренер решил проверить, приехать. Я думаю, что это не шутка. Вот нахожусь здесь, на железнодорожном вокзале. Жду, через 20 минут должен быть поезд. Вот так вот бывает. Вот можете сами увидеть Караганда-Барановичи. В 2 часа 54 минуты. В 2 часа 57 минут отъезд. Первый путь, первая платформа. Скорее всего, это не шутка. Так что, проверим. 2 часа 36 минут. Вот так вот выглядит наш железнодорожный вокзал города Борисова. Парень ходит в носках. Почему парень в носках, непонятно. Ну, это Борисов. Бывают и ребята в носках ходят. Наверное, дебошира из поезда высадили. Пошел в милицию. Зачем дебоширить? Живу столько лет в Борисове, первый раз вижу эту надпись. Так что не все так просто у нас в городе. Ждем-с. Я как тренер, который обещал тренировать всех, кто захочет, должен выполнять свои обещания. Смотрим. Прибывает поезд. Как говорится, путь осилит идущий. Прибыл на место на платформе. Собираться в вагонах начинается с головы поезда, стоянка поезда 3 минуты. Пассажирский поезд международный. Какой у вас вагон? 117 с Караганды и Барановичи прибыл на первый путь к первому. Стоянка поезда 3 минуты. И смотрите, какой-то есть спортсменчик с сумками. Здравствуйте, все-таки приехал. Еще раз всем привет. Первый день экспериментального проекта. Спортсмен приехал с Самары. Ехал почти 2 суток. Приехал на выходные, как раз в субботу. Сегодня первый день. Мы решили выспаться, познакомиться с городом, познакомиться друг с другом. Как вы видите, на данный момент он приехал в самое
в самое интересное время. У нас закрытие купального сезона в Беларуси. Последние жаркие дни. Так что мы потихонечку будем начинать работать. Уже с понедельника у нас 9 тренировок назначено. И мы решили сегодня отдохнуть. И ответить на пару вопросов. И познакомиться друг с другом. Как вам в Беларуси? В Беларуси мне очень понравилось. Тихий городок Борисов. Вот, мнение у меня очень положительное сложилось об этом месте. Что сказать, люди гостеприимные, так сказать. Слава Богу. И вообще, вы что хотите вообще от этого сбора? И вообще, какие вы хотите получить уроки? И вообще, каким вы спортом занимаетесь? И вообще, что вы планируете изъять из этой недели, которую мы запланировали работать с вами? Изначально цель у меня была это исправление технических ошибок. Это в рывке или в толчке? Какие вас больше ошибки интересуют? Больше, конечно, интересует в толчке, потому что рывок изначально сам по себе пошел, а вот с толчком уже не задалось. Вот. Ну, понятное дело, может быть и в рывке какие-то огрехи вылезут, так сказать. Понятно. А вообще в какой категории вы выступаете? У меня категория 60 до 62 килограмм. 62 категория. А какой у вас предварительный результат? Сколько вы поднимали максимум на соревнованиях? Лучший у меня результат, если вспомнить соревнования, это было 80 килограмм. В рывке, да? Да. А в толчке? В толчке у меня было 100 килограмм. Короче, разница небольшая. Да. Но... есть чему стремиться. Вот, собственно, поэтому к вам я и приехал, чтобы... Ну да, приехал ты, конечно, достаточно неожиданно, потому что я вообще думал, что это какая-то шутка. И вообще, ты человек такой интересный, такой в лоб сказал: встречай меня, Караганда Баранович, я буду в 3 часа ночи. Я вообще думал, может быть, что-то мой товарищ какой-нибудь подшутил. Ну вот, стоит настоящий живой спортсмен. Вначале уже целью задался, за месяц уже вперед просмотрев все ваши видео. Сразу же для себя четко определил, что я точно поеду к вам. Вот, у меня не было ни малейшего сомнения, поэтому... Ну, большое спасибо, вы мне, наверное, льстите, но я думаю, что мы постараемся как-нибудь, сработаемся, и я думаю, что должно у нас все получиться. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Как вы знаете, зовут меня Виктор, мне 25 лет. Вот. Ну, начал заниматься я, в принципе, с раннего детства, разными видами спорта перепробовал. Вот, с 5 лет до 10 лет я прозанимался спортивной гимнастикой. С 5 лет? Да, с 5 Ничего лет, себе. 10 лет. То есть дошел до первого взрослого разряда. Вот. Ну, тогда занимался отец. Вот, было мне все это интересно. Вот. Ну, а потом как-то получилось, не знаю, в лучшую сторону или в худшую сторону. Травма произошла, дело, когда выход на кольца, крест, произошел закрытый перелом. Ничего себе. Руки. Вот. Ну и тогда был маленький, видать, может быть, родители должны были всем этим заниматься. Момент упустили, ну и я и забросил этот вид спорта. Ну а потом всякое было пожить, с 10-14 лет переходный возраст, так сказать, самый дурной возраст. Вот. Ну, бывает у всех, у меня тоже был возраст такой. Да, перепробовал много, и попить, и курить. А потом начал заниматься, когда уже 8-9 класс начал заниматься греко-римской борьбой, классической борьбой. Ну, там, в принципе, я тоже задержался особо недолго. Вот. Ну, было поначалу интересно, а потом в этом плане кураж у меня пропал. Потом начал заниматься турниками. На тот момент еще назывался такой вид спорта, как воркаут, уличный вид спорта. Понятно. То есть люди там выполняли различные трюки, есть силовые выходы, есть различные... Ну, понятно, это мы понимаем. Ну, мне самое главное, и я думаю, всем интересно, как вообще, что тебе тюкнуло в голову, что ты решил приехать несколько тысяч километров до сюда и решил все-таки и приехал. Начал просматривать различные видео. Вот. Начал просматривать ваш блог, все видео практически ваши просмотрел. Меня очень тронуло, что вы разъясняете все доступным языком. Вот, я пытаюсь стараться. Потому что многие тренера, объяснить, грубо может прозвучить, не хочу про кого-то конкретно говорить, многих тренеров веет каким-то пафосом.
настолько там пытаются заумно изъясняться, что для меня это лично такой вот вариант не подходил. Как бы когда просмотрел, Андрей, ваши все видео, как бы мне показали достаточно в какой-то степени простым человеком, несмотря на то, что вы олимпийский чемпион. Ну ладно, не надо. Что он кричит постоянно, мешает нам снимать. Вот. И как бы, собственно, как меня навеяло. Просмотрел все блоги, я понял, что как бы вы мой человек, я смогу прекрасно понимать вашу информацию, прекрасно понимал, какие у меня проблемы с техникой. На данный момент у меня именно проблемы с толчком, с грузи возникают. Вот. И я почему-то был уверен, что если я попаду к вам, то по-любому я добьюсь того, чего хочу. Другими словами, я был уверен, до сих пор уверен, что вы сможете дать мне ту информацию, которой мне не хватает на данный момент. Ну, вы понимаете, тем самым вы загоняете меня в такое положение, что я уже даже переживаю, получится у меня или нет. Вы очень ответственно так мне нужно подойти, понимаешь, чтобы и ты 2000 километров проехал, и мне не хочется упасть в грязь лицом, и хочется тоже ответственность, короче, у меня запредельная. Так что поставил ты меня, конечно, в такую ситуацию, что я сейчас буду стараться. Я думаю, что у нас все получится. И, Виктор, как у вас вообще обстоят дела с дичью, плавающей в свободном доступе к людям? Вот видите, можно покормить уточек. Как у вас обстоят дела в Самаре с живностью такой дикой? На самом деле у нас такая живность в основном находится только в зоопарках, потому что так, чтобы у нас уточки плавали в озере, считается за большую диковину. Да. Вот, видите, очень много всякого. И вот вроде кажется, на речке находимся, и людей много. И вот видите, Беларусь насколько чистая страна и гостеприимная даже для уточек. Видите? Многие, могу сказать, самарцы бы удивились, если бы я думаю, сюда, что многие самарцы уточек. будут смотреть и завидовать тому, что вот мы сейчас созерцаем, потому что Да, я сам не хочу из Беларуси уезжать, потому что у нас круто, наверное. Как говорится, каждый хвалит свой пирог. Но вот то, что вот можно наблюдать у нас здесь в свободном доступе, очень красиво. И если у вас такого нет, я думаю, это вообще прикольно. И если вы можете заметить, его на дальнем плане отец и сын ловят какую-то рыбу. Видите? У нас отдых, как говорится, везде и повсюду. Оп-оп-оп-оп-оп. И побежали.